Привет, друзья! Сегодня приготовим с вами, наверное, самую простую глазурь для пасхальных куличей из белого шоколада. Нам не нужно ничего взбивать, нам достаточно будет просто растопить шоколад. Красиво его украсим и красиво упакуем. Нам потребуется всего-навсего 100 грамм белого шоколада. Этого количества хватает для того, чтобы покрыть кулич диаметром от 9 до 13 сантиметров. Я буду растапливать шоколад на паровой бане. Также вы можете это сделать с помощью микроволновой печи, растапливать импульсами. То есть вы помещаете шоколад в емкость, ставите на 10 секунд в микроволновку, достаете, перемешиваете и так повторяете этот процесс до тех пор, пока шоколад полностью не растопится. На паровой бане я растапливаю шоколад примерно 4-5 минут, использую керамическую посуду. Конечно, шоколад лучше в пластиковое растапливать, но в пластиковое для паровой бани не подходит. Итак, мы растопили белый шоколад, но сразу на куличи его нанести нельзя. Во-первых, кулич должен быть полностью остывшим. Во-вторых, если вы сразу нанесете шоколад, он у вас просто лужится и стечет, поскольку у него очень большая текучесть сейчас, и нам нужно, чтобы он остыл. Рабочая температура шоколада это 29-30 градусов, но нам нужна температура немного ниже, примерно 28. Я буду использовать пирометр. Но если у вас нет пирометра либо кухонного градусника, можно проверить текучесть шоколада на обычном стакане. С помощью ложки делаем вот такую капельку и смотрим, как шоколад стекает по стакану. Если шоколад красиво подтеком стекает, значит точно так же он ляжет у вас и на кулич. Если он у вас течет лужицей, шоколад значит еще недостаточно остыл, и на куличе у вас точно так же оно все стечет лужицей. Шоколад остыл до нужной мне температуры, и сейчас я буду покрывать им кулич. Покрывать я буду 2 раза. Дело в том, что шоколадом, когда вы покрываете кулич, он делает такую тонкую корочку, не такую, как белковая глазурь или же на желатине. Поэтому я покрываю вначале ложкой полностью всю шапочку, да, чтобы у нас не было доступа воздуха. Затем я поставлю этот кулич в холодильник буквально на 3-4 минуты, чтобы этот верхний шоколад схватился. А потом я нанесу второй слой шоколада, и уже из второго слоя я буду делать такие красивые потеки. Вот мой кулич из холодильника я достала и наношу второй слой и уже формирую потеки. Глазурь из белого шоколада это, наверное, самое простое, что может быть. Растопил шоколад, остудили и покрываем кулич. Не нужно ничего взбивать. Также я не добавляю растительное масло. Если мы добавим растительное масло, я знаю, что многие добавляют именно в белый шоколад растительное масло. Я не добавляю, поскольку тогда глазурь более мягкая. А я хочу, чтобы она полностью застыла и была твердая. Она тогда абсолютно не липнет и хорошо на ней держится декор. Я добавляю миндальные лепестки, декорирую его и жду, пока полностью остынет шоколад. И можно упаковывать наш кулич. Шоколад полностью остыл, декор держится очень хорошо, ничего не отпадает. И сейчас я буду упаковывать. Упаковываю я в обычную пергаментную бумагу коричневого цвета. Вот таким образом собираю бумагу и снизу ее немного придавливаю, чтобы бумага запомнила форму, которую я ей придаю. Затем беру ленточку, которую буду завязывать. И вот таким образом стягиваю обратно эту бумагу. Бумага запоминает форму и сразу становится на нужное нам место. И сразу завязываю бантик. Вот так быстро и просто мы красиво декорировали и упаковали наш куличик.